Друзья мои, всем привет! С вами Вика Виктория. В этом видео я расскажу, как лечила рак груди катушками Мишина. Тем зрителям, которые впервые на моем канале, напомню, что в 2019 году мне был поставлен диагноз инвазивный рак протоков Г2. Биопсия показала, что рак гормонозависимый. Предложение маммологов удалить раковую опухоль хирургическим путем я отвергла. Привожу научные аргументы в двух ранее мной снятых видео, почему я так поступила. И вот перед вами человек, который не подвергал себя химии, облучению и не пил гормоны. Когда я узнала о своем диагнозе, первое, куда меня понесло, искать ответ на вопрос, почему я и почему рак именно у меня, была онкопсихология, ибо все же болезни от нервов. Тогда проходил какой-то международный форум в этой научной области. В одном из выступлений я и услышала о катушках Мишина. Стала искать дополнительную информацию. Сам Мишин говорит о вихревой медицине и что на организм можно воздействовать при помощи электрического поля. Постараюсь кратко донести суть его изобретения простыми словами, как я это поняла. Раковая клетка, по его мнению, представляет собой закольцованную структуру, что создает вихревой поток. От себя добавлю, что человек, имеющий психическую травму, тоже движется по кругу, который самостоятельно не может разомкнуть, потому что это движение имеет большую силу. В детстве мы с братом баловались и вращали вокруг себя бидончик с молоком, которое не выливалось. Думаю, что у этих явлений одна суть. Сама закольцованная клетка превращается в генератор вихревого потока. Чтобы разорвать это кольцо, Мишин предлагает воздействовать на организм электростатическим полем, которое могут создавать сделанные им катушки. В народе их окрестили его именем и называют катушки Мишина. Изобретатель выложил схему их изготовления в интернет для открытого доступа. Я заходила на форумы, где народ сознанием дела обсуждает, как из ничего, каких-то валяющихся в гаражах деталей можно собрать эти самые катушки и лечить свою семью. Среди спецов Кулибиных встречаются и женщины. Но все же меня больше интересовал принцип работы этих катушек. Мишин говорит, что катушки позволяют реструктуризировать электрические связи внутри организма в сторону нормализации к номинальной базовой частоте. Чувствую, как часть зрителей закатила глазки и выключила мое видео. Но истина дороже. У вирусов, патогенов, новообразований другая энергетическая структура, другое электрическое поле. Там, где есть чужеродный, вредный организму человека элемент, электростатическое поле будет накапливаться и разорвет или расшатает его. При помощи электростатики все патогены путем размагничивания превращаются, по выражению Мишина, в хлам, который попадает в кровь и выводится почками из организма. Обеззараживая организм таким образом, при помощи электростатики он предлагает лечить все болезни, в том числе и рак. Принцип работы катушек – восстановление электрических полей. Высокочастотные сигналы пропускаются через организм, после чего идет его корректировка и преобразование. Вникать в то, как сделать простейший генератор, что такое резонансные частоты, синусоиды и как катушки настроить при помощи осциллографа, у меня не было сил.
Мне показалось, что это сложнее, чем раскрутить розетку или сделать электроразводку в коробке. Легче было приобрести готовый генератор синуса. Надо сказать, что в 2019 году у Мишина была группа поддержки, которой и были только понятны объяснения его теории этих самых полей. Его поклонники забрасывали своего гуру умными, заковыристыми вопросами. Такими же были и ответы на них. Мишин говорил плохо, очень невнятно, и понять его было совсем непросто. Но коробочку ТГС-3А, изготовленную в Тольятти, я все же купила. Стала применять, но результатов не было. Написала свое возмущение товарищам-продавцам. Они мне вежливо ответили, что для лечения раковых опухолей необходима статическая катушка, которая в основной комплект не входила. Я дополнительно заказала и ее. Среди обсуждений и отзывов мне попалась информация о другой московской компании, у которой генератор синусов был более навороченным. Приобрела и его тоже. Опухоль в моей груди бурно реагировала на действие катушек. В ней что-то шевелилось, выкручивалось. Иногда это было нестерпимо. Как исчезли папилломы, а их в области декольте было немало, я и не заметила. Я подолгу лежала с катушками, держа их на груди. В этот момент можно было только читать книжки. В телефоне ничего не посмотришь, потому что рядом с катушками он начинал просто глючить. Я прочла простыни отзывов и решила, что хуже моей груди стать не должно. Но внезапно генератор синуса перестал корректно работать. А на дворе ковид, масочный режим и домашняя изоляция. Много сил и времени потратила я на переписку с изготовителями, пока, наконец, было принято решение обмена генератора. Из-за ограничений передвижения, закрытых границ, реализовать его было очень трудно, дорого и не так быстро. Прошло немало времени, пока многоходовая сложная схема обмена все же сработала. Конечно, направление моего поиска лекарства от рака было уже далеко от этой темы. И чтобы понимать, что помогает, а что нет, я стала придерживаться принципа только одно лекарство или одно средство. Поэтому использование катушек Мишина было поставлено на паузу. Готовя материал к этому видео и снова обращаясь к теме катушек Мишина, я нашла ответы на те вопросы, которые мучили меня тогда. И надо отдать должное Александру Мишину за то, что по сравнению с 2019 годом говорить он стал яснее и проще, что и делает ему честь. Седых волос на его голове не прибавилось. А значит, катушки все же работают. По словам Мишина, время восстановления совершенно непредсказуемо, потому что медицинская диагностика не отвечает на вопрос, какое электрическое реактивное сопротивление у проблемы организма. Только тогда можно определенно сказать, какую катушку взять и как ею воспользоваться. Изобретатель утверждает, что катушки максимально безопасны при онкологии. Ориентироваться он предлагает на собственные ощущения. Каждый сам поймет, как лучше, какой катушкой и сколько времени пользоваться. Только нужно понимать, что у обычных и статичных катушек разный принцип работы. Не безинтересна информация Мишина о раке груди. Он обращает внимание на статистику неверных диагнозов. Напомню, по статистике, в такой статистике именно по Соединенным Штатам, это я еще рассматривал где-то, наверное, в 2011-2012 годах, наибольшее количество неверных диагнозов касается именно рака груди. И там количество покалеченных женщин исчисляется
более миллионами в год. Называет одну из причин возникновения раковых опухолей. Это паразиты, грибки и одноклеточные. Другая проблема, по его мнению, вихревая, когда есть искажение электрических частот. Медики сначала должны классифицировать, что это, а не просто под одну гребенку все это вот. Это онко, и все, и вот надо вот так вот. А что это физически? И там вот два варианта. Есть проблема, когда нас едят, начиная от грибов до одноклеточных и чего угодно. А другая проблема – это исключительно вихревая, когда есть искажение электрических частот. Поражает разработка израильских нейрохирургов, которые утверждают, что метод КТ, МРТ слишком грубы, чтобы показать, что происходит в раковой опухоли на самом деле. С нами связался уже очередной раз нейрохирург из Израиля. Они доработали аппарат УЗИ, и они полностью подтвердили, что многие опухоли, включая опухоли головного мозга, желудка, кишечника, они исключительно паразитарные, и внутри находится этой опухоли просто комок червей. Вот это он мне прислал съемка с экрана. Вот, то есть мы видим явно, то есть некоторое вот какое-то там шевеление внутри и какие-то вот эти подобные моменты. Следующее видео, вот он тоже мне вот это прислал, то есть снимается с разных ракурсов, и потом делается более точный анализ, что там внутри. Когда он провел исследование своим доработанным методом, сказал, что в опухоли головного мозга это не опухоль, а именно колония червей, провел показательное вскрытие и операцию, откуда туда просто это достали. Вот, то на текущий момент говорит, теперь выделили финансирование на развитие такого способа диагностики. И уже есть случаи, когда говорит, я уже спокойно отказываю в операциях, в данном случае организм просто поражен паразитами. Выполнять там трепанацию, там вскрытие, как бы нет прямого смысла. При воздействии нашими катушками некоторые виды паразитов начинают на них очень нервно реагировать. Начинают очень там сильно дергаться, у них начинаются какие-то там проблемы с этим при воздействии, шевелиться начинают. При дальнейшем воздействии на таких, которые именно реагируют, через неделю-две они могут просто исчезать. То есть они погибают, но не все. То есть онкологические все эти, которые мы просто ставим диагноз онкология, а мы запросто наблюдаем колонию червей. То он сказал, даже все самые современные аппараты КТ, МРТ, они слишком грубы, чтобы просто показать эти вещи. Но к вопросу, почему хирурги об этом не говорят, что они периодически могут извлекать оттуда колонии червей, я, к сожалению, не знаю. Ответить на вопрос, помогает ли действие катушек при онкологии, однозначно нельзя. Я могу лишь повторить, что противные папилломы в области моего декольте точно были уничтожены в результате работы катушек. Как бурно реагировала моя опухоль, уже рассказала. Я не применяла катушки Мишина вместе с тем лекарством, которое колю сейчас. Расскажу о нем в отдельном видео, потому что не знала, насколько они совместимы. По словам создателя, катушки не мешают действию лекарств, а могут даже усиливать их, поэтому дозу часто приходится уменьшать. Случаи исцеления этим методом раковых опухолей все же есть. Я не могу просто об этом рассказывать. У нас официально признано, что это не лечится. А мне люди отписываются, как они прекрасно преодолели эти проблемы. Вот один из самых последних отзывов мне на почту женщина прислала. Месяц назад где-то. Рак груди поставили. Все, назначение, химия, радиация, операция. Ей просто принесли аппарат с бубликом, и она с ним до контрольного УЗИ просто посидела несколько раз. Через пару недель контрольного УЗИ у нее ничего нет. Ей все отменили. И на этой оптимистичной ноте прощаюсь. Спасибо, что вы были со мной и досмотрели это видео до конца. С вами была Вика Виктория.